Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Как жить правильно, мы все знаем, но только кто же нас заставит? Ну что, дошилась я. Остались только мелкие лоскутки. И пока их мало, с ними еще как-то можно справляться. И сразу же найдем им место. Нашьем на полоске клеевого флизелина шириной 8 сантиметров. Проутюжим и подрежем выступающие края. Такие заготовки очень удобно хранить и легко использовать. Знаете, в жизни не важно, как плыть, по течению или против него. Главное, чтобы у тебя была яхта. Помечтали? Ну что ж, будем резать последние штаны. Выкроем две полоски шириной 8 сантиметров и длиной 60 сантиметров. Если не хватает длины, то наши цветные полоски соединим и прошьем вместе. А теперь с обеих сторон обошьем цветную деталь джинсовыми лентами. Когда шьем лоскутные изделия, шов делаем мелким 2–2,5 мм. Пришили джинсовую деталь с одной стороны, то же самое делаем и с другой. Почему-то хочется мне добавить сюда еще и кружавчиков. Мы же девочки. А кружево уже давно лежит, ждет своего часа. Подколем его в нужном месте булавочками. Булавки втыкаем поперек шва. Даже если игла швейной машинки на них наткнется, то легко перешагнет. Из подготовленных деталей будем готовить сэндвич. Ткань для обратной стороны, синтепон, красивая лоскутная часть. Все расправим и заколем английскими булавками. Прошьем, простегаем заготовку простыми прямыми линиями. Сначала по краю джинсовых деталей, чтобы укрепить места соединения с лоскутным центром. Сначала с одной стороны, потом с другой. Всю заготовку можно расчертить на расстоянии 5 сантиметров и прошить ее перпендикулярно первым швам. Этим мы придадим жесткость всей конструкции. После этого подровняем нашу заготовку, отрежем лишнюю ткань и приготовим 2 бейки. Из джинсовой ткани шириной 3 см, из ткани внутренней части 5 см. А теперь будем прошивать эту хитрую конструкцию. К краю нашей заготовки с лицевой стороны прикладываем сложенную вдвое широкую бейку, а с другой стороны джинсовая полоска и прокладываем строчку на ширину лапки. Вы уже догадались, что эту длинную деталь мне надо соединить, сшить в цилиндр. И чтобы подобраться к узким местам, уберем лишнюю платформу. Джинсовую полоску расправим, развернем и к ней пришьем второй конец нашей длинной детали. Смотрите, что получилось. Расправили заготовку, а двойную бейку отвернем и ей закроем открытые срезы. Проложим строчку на машинке. Получается очень красивое, аккуратное соединение, что с изнаночной стороны, что с лицевой. Ткани лежат ровно, нет толстых швов. Все хорошо и крепко держится. Но нам надо еще сделать одну деталь. Из остатков джинсов вырежем квадрат примерно 20 на 20 сантиметров. Сложим вместе ткань для обратной стороны, синтепон и джинсу. Заколем булавочками и нарисуем линии швов. Не обязательно расчерчивать всю заготовку. Для того, чтобы шить ровно, можно взять лапку для параллельных швов и работать с ней. Теперь из этой простеганной детали надо вырезать круг диаметром 18 сантиметров. Но сначала сделаем выкройку из бумаги. Но нет у меня циркуля. Нету.
Возьмем листок бумаги, сложим пополам, потом еще пополам, а потом по диагонали. Выровняем стороны и вырежем круг. Сразу же примерим его к нашему цилиндру. Если надо, скорректируем размер. А уже после этого вырежем круг из тканевой заготовки. Проверим, подходит ли простеганный круг к нашему цилиндру. Но перед тем, как вшивать дно, обработаем верхний срез бейкой. Ткани толстые, а это место будет всегда на виду. Поэтому бейку под огнем и сначала прошьем иголкой с ниткой, а потом уже проложим строчку на машинке и удалим наметку. После этого займемся дном. Сначала заколем его булавочками с двух противоположных сторон, потом с двух других. И тоже сначала прошьем иголкой с ниткой, а уже после этого обошьем бейкой. Когда пришили бейку с одной стороны, свободный край подогнем и подшиваем его иголкой с ниткой, а уже после этого можно прошить и на машинке. Вот такая симпатичная текстильная корзина у меня получилась. Но я вспомнила, что у меня есть очень красивые кружевные элементы, и они здесь будут очень кстати. И цветочки, и бабочка, и сердечко. Лямур. Корзинка получилась высотой 20 сантиметров, диаметром 18 сантиметров. В сложенном виде она совсем не занимает места, но в ней можно хранить много нужного и полезного, и рукодельные принадлежности, нитки, клубочки, мотки пряжи, спицы и допинг, чай и сладкие запасы к чаю, и сладкое, и полусладкое, и сухое, и крепленое, или необходимые мелочи для поддержания красоты. Гель для душа, шампунь, бальзам, крем для лица, крем для тела, крем для рук, крем для ног, мыло, тоник. Ну я же говорю, мелочи. В общем, как говорила моя бабушка, если тебя на танец пригласили сразу двое мужчин, не вздумай отказаться, начинай водить хоровод. Поэтому была бы корзинка, а что в нее положить, придумаем. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!